Что-то у меня сегодня травмы какие-то. То палец я вот этот ушиб, то задел губой об сучок. Это ж надо догадаться. Видимо, надо, потому что перекусить слегка. Готовить это дело долгое, а я сушек. Да, кровь идет. Надо же об сучок. Вот сушки такие, таралини какие-то с оливковым маслом. В Пензенской области делают. Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт, кукурузная мука, масло оливковое из выжимок, рафинированное с добавлением оливкового масла нерафинированного, спирт этиловый, ректификованный из пищевого сырья, надо же, алкогольные, соль пищевая поваренная, сахар белый кристаллический, оригинальный. Да, надо же, как губу разбил об сучок. Ну ничего, как говорят, до свадьбы заживет. Вот такие они таралини. Во. Как половинка символа бесконечности. То есть это половина бесконечности означает, видимо. Ну и вот сыр. Сыр бри. Хороший сыр. Очень вкусный. Редко его ем. Только в тех случаях, когда в поход иду. В обычной жизни не ем. Не могу такое себе позволить. Каждый день есть. Ничего, торталини. Таралини. Особенно с сыром таким. Надо, видимо, было перекусить, а то концентрация теряется. Еще там, ладно, палец прищемил, губу разбил. Не дай бог с режущими инструментами. А палец как прищемил? Бревно подкладывал в костер, и оно между двух бревен палец-то оказался. Хорошо еще у меня перчатки были от порезов. А то бы все там рассадил. Так чуть-чуть только рассадил. Что делать? Сыр такой с горчинкой. Ну, хороший сыр. А вот алкоголь в этих сушках совсем не чувствуется. Нет тут никакой крепости. Так что это можешь спокойно употреблять, такие сушки, ничего страшного. Видимо, его в тесто добавляют. А потом уже, когда выпекают, весь спирт испаряется. Так что эти сушки безалкогольные. Да, сейчас уже 4 часа. Смотрим. Да. Почти 4:30.
А я ел. Еще 7 утра не было. Рано встал. Ну, на вокзал еще надо добраться. Вот почему я говорю, без всякого жульничества. Вот что взял с собой. Ни на такси, ни на машине, ни на чем. Вот на своем горбу. Поэтому вес имеет значение. Поэтому-то я и кота на бой не стал брать. Думаю, зачем? Он еще чуть не 1,5 килограмма весит от кота на бой. 200 килограмм. Думаю, ну, валить-то деревья сейчас я не собирался. У меня уж поваленное есть тут. Надо вот эту пилу испытать. Как-никак из самой Японии. Там в Японии много чего. Не только силки есть, кстати, пилы. Там много их. Тоже таких похожих. Многие из них вообще у нас никак не представлены. Они такие все в японском этом стиле. Розовые там всякие. Как аниме там вот эти вот в стиле таком. Есть там силки с деревянной ручкой. Что там только нет. Вот. Ну, сам-то я не был. Так японцы говорят. Для них это все мало интересно. Не удивляются. Ну чё, ну пила, ну там, да. Вот роботы там, понятно. Особенно любят они автоматы, которые все продают. Доширак там их местный. Даже есть автомат, который шашлыки продает. У нас это как-то не сильно развито. У нас просто, ну там сникерс какой-нибудь, воду с автомата приобретают. Ну, ладно. Еще одну сушечку съем и все. То полпачки сыра уже съел, драгоценного. Заговорился тут. А. Эх, термос вот все японский мечтаю. Ну, думаю, нерационально. У меня и такой есть. Ух ты, тут лед образовался. Минусовая, что ли? Не знаю, вряд ли. Ух, ух, съехала. О, как хорошо. Чайка теплого. Но это тоже термос хороший, Арктика. Очень даже неплохой. А если есть неплохой термос, зачем другой? Это расточительство. Просто вот хочется и все. Так нельзя себя вести.
Надо прежде подумать, взвесить все. Нужно ли тебе эта вещь, не нужно, а не то, что импульсивные какие-то покупки совершать. Так вообще можно не то, что гречку одну есть, вообще на хлеб и воду перейти. На гречку не будет хватать. Время такое. И вот я подумал, почему на вокзалах нет автоматов с дошираком? Почему? Казалось бы, что проще? Колонка с кипятком и автомат с этим дошираком. Кругом столики. Ну, такие, чтобы стоя там употреблять доширак. На виду. Ну, чтоб не пьянствовали люди. Там милиция ходит, все это. Доширак, пожалуйста, а водку нельзя. Ну вот, человек пришел, хочет есть. Что он там, шаурма всякая, вот это все отравное, там мало чего из котят, из чего. Некоторые брезгуют. А тут все чистое, все запечатанное, фабричное. Бросил туда монеты, либо карту приложил, вылез доширак. Пошел потом к этому кипятку. Ну, там уж я не знаю, может и бесплатно, может тоже как бы за незначительную плату кипяток выдавать. Это уж как и чай заваривать, и доширак. Вот. Люди поели, там же урны, все, бросили туда эти коробочки и по своим делам поехали. Сытые, довольные, спокойные. Но почему-то нет таких у нас автоматов. Может, где и есть, но я просто не знаю об этом. Да не только доширак. Это так, как бы это... Другая еда, может быть, те же какие-нибудь гамбургеры. В микроволновке стоят, разогревай, да ешь. Супы, ну, наверное, можно сделать такой, что прям горячий суп. Но это травмоопасно, мало ли кто там что. Не удержит в руках, обольется. Кто будет отвечать, не знаю. Ошпарится. Как в поезде. То есть, ну, в поездах что люди делают? Пьют чай, кофе, ну и доширак едят. Некоторые с собой яйца вареные берут, курицу, ну, такие духовитые продукты, чтобы в вагоне, ну, атмосфера была. Лук зеленый, опять же, чеснок, вот это все тоже в поезде едят. Некоторые даже специально, прежде чем в поезд ехать, садиться на поезде. Часов за 6, за 8 так бобовые блюда едят. Особенно, когда в ночь едут, чтобы вот лег человек, спит, все спят, ну и там все это происходит. Тоже такое есть. Но, с другой стороны, в самом поезде, когда едят доширак, всякие колбасы там с чесноком, то же самое. И это традиция, так оно должно быть, как бы. К этому люди привыкли. Потому что когда в поезд, если он там зайдет в вагон, а там озоном пахнет, я не знаю, там, или какими-нибудь альпийскими цветами, там, луговыми, подозрительно. Это как бы experience сам, вот этот вот experience, там должен быть запах как бы такой комплексный. Особенно в плацкартном вагоне. Хотя и в купе то же самое.
Там тоже может быть свой экспириенс. Хотя вот я ехал сегодня в электричке, там в целом было ничего, экспириенс был в туалете. Что-то я решил в туалет сходить. Ну, долго ехать, 3 часа, всякое. Слава богу, что мне по малой нужде надо было. Захожу туда, поначалу все ничего. Но только я зашел, створка на окне хлоп закрылась, и тьма, и темнота. И что делать непонятно. Но я как-то по памяти, как вот там все сделал, еле нашел выход вообще, вот эту задвижку, все. Я зашел, задвижку-то закрыл, а обратно там еще 5 человек стоит, возмущаются. В общем, экспириенс был, экспириенс. Там в некоторых электричках хороший туалет, даже с картинами. Ну, такие фоторепродукции. Цветы там. Ладно. Теперь следующая задача у нас. На костре сделать в котле воду из снега. А то тоже, вот я думаю, такие есть походники, идут там и несут с собой воду в бутылке. Ну, спрашивается, ну какая вода в бутылке? Это что за такое вообще? Вот вода, вот везде. Даже на озере Селигер я видел таких людей, которые везли с собой воду в 5-литровых бутылках. А там миллионы литров воды, триллионы, наверное, я не знаю сколько. Спрашивается, зачем? С какой целью везти воду на озеро? Ну, набери ты в озере и все, прокипяти, пей ее. Ничем не будет отличаться от той водопроводной воды, которая в этих бутылках. Как будто там, не знаю, из каких чистейших источников, из, не знаю, там, из артезианских скважин. Нет, это такая же водопроводная вода. Ну, может, слегка там через фильтр пропущена, в лучшем случае. А в Селигере там мало того, что она достаточно чистая вода. Ну, там, может, что и спускают, но так, по малости. Далеко это. Так она и намоленная. Там монастырь. Веками там молились монахи. То есть эта вода как бы... А люди нет. Люди берут в бутылках. В общем, так тоже бывает. Ладно, перекусил. Уже как бы энергия пошла. Бодрость. Костер надо регулировать. Ой, хорошо. Самое время приступить к установке палатки. Вот тут у меня с давних пор сломанный топорик лежит. Им буду я пользоваться как молотком. Этот топор сломался у меня как-то зимой, растрескался. Сам виноват. Я его пытался закаливать, но, видимо, режим неправильный закалки был. И хрупкая сталь стала. Ну, а может и сама по себе такая, китайский топор. Вот. Но как молоток он вполне себе пригоден. Тут колышки. Есть на моем канале видео, называется «Как установить палатку». Но не всем оно нравится, так как там, ну, ракурс, возможно, не совсем удачный выбран. С ракурсом там есть
проблемы. Поэтому я постараюсь показать, как я это делаю. В таких условиях. Сейчас земля находится, в общем-то, недалеко, где-то 5 сантиметров, может, там, не знаю, слой снега небольшой. Поэтому я буду использовать колышки. Вот, разворачиваю ее лицом туда. Так. Колышки старые уже палатка, но очень хорошая, очень. Очень хорошая. Вот. И начинаем, пожалуй, вот мы с этого колышка. Ветер. Но это не страшно. Вот. Потом эти колышки все можно отрегулировать. Как там? Вот. Так. А то дождь пойдет. Не дай бог. Конечно, не хотелось бы, но от нас это не зависит. Пойдет он, не пойдет. Лучше подготовиться нормально. Земля не мерзлая. Да я и не думаю, что тут что-нибудь намерзнет. То есть, в принципе, можно было бы и без топора это делать. Ногой просто. Но сделаем с топором. Насчет внутренней палатки. Насчет внутренней. Я еще не решил, буду ее ставить, не буду. Комаров-то нет, клещей тоже нет пока. Хотя какие-то мошки летают. Какие-то летают. Но, конечно, с ней теплее, с внутренней чуть-чуть. С другой стороны, плюс 4 будет ночью. Плюс 3. Это не критичная температура. Не минус 6 или там 10. Вот, короче, смысл такой. Сначала палатка с помощью колышков в лежачем состоянии растягивается вот так. Растягивается. Ну, естественно, само место я слегка вытоптал. Слегка. Без фанатизма. Так, притоптал чуть-чуть. Тут снег-то 5-7 сантиметров, не больше. Вот в этом месте. Кое-где и по колено. Я шел через лес. Ой, кошмар. Думал, вообще дойду, не дойду. Но дошел. Дошел. Так. Сейчас я дошел сюда. Дошел. И вот ставлю сейчас палатку в этом месте. А зимой, к сожалению, сюда я не попал. Не попал.
Потому что снега было очень много. Это надо на лыжах или там. А тут на лыжах через такой лес пойди проберись. О, да, земля совсем мягкая. Совсем мягкая. Ну и вот. Потом эти колышки еще можно будет подровнять, потому что прям сразу практически никогда она ровно не устанавливается. И это ничего страшного. Вот делаю петельку, чтобы потом легко снимать было. Вот так вот. Растоптал тут, растоптал. Раз. И вот. И все. Ну и вот видно, что вот этот колышек не совсем на своем месте стоит. Печь я не брал в этот раз. Ну, какая печь? Это возня. Я и без печи не пропаду. Вот. Возня будет. Вот, опять же, алюминиевый кол. Можно использовать и деревянный кол. Здесь вот любой вырезать какой-нибудь. Но я предпочитаю вот этот. Он не сильно тяжелый. Вот. Вообще не тяжелый. Ну, грамм тоже максимум 300. Не знаю, не взвешиваю его. Вот. Раскрываем вот этой стороной сюда вставляем. Тут есть для него так. Вот и все. Надо по центру поставить. Вот. Вот и стоит палатка. Теперь ее надо закрыть. Закрыть. Посмотреть. Все тут ровно у нас. Может, где-то надо пол какой-то переместить. Вот в частности вот здесь. Переместить. Ну а так остальные вроде хорошо встали. Ничего не теряем. Вот. И все. Палатка установлена. Это собирается сюда и убирается до того момента, когда палатка будет уже обратно собираться. Вот. А тут мы открываем. И поскольку я буду туда-сюда ходить, заносить туда, выносить всякие вещи, лучше сразу одну сторону зафиксировать. Вот так. И, соответственно, вот здесь. Растяжки такие, как дополнительные, наверное, оставить не буду. При желании можно и вот это как бы поднять. То есть в чем удобство палатки? Ее можно взять и раскрыть еще вот туда. Можно и еще вот эту всю сторону раскрыть. То есть как угодно тут манипулировать. Так, это закрыто у нас. Ничего не протечет, я так думаю. Так. Насчет конденсата я тоже не волнуюсь. Ну вот, палатка, в общем-то, установлена.
А вообще, в некоторых местах, в отдельных, вода есть открытая. Я думаю, что можно попробовать половить. Вдруг там рыба какая есть. Вон дятел. О, как он раздолбил березу эту. И вот там. Не, пожалуй, я попробую. Че, я просто так вез спиннинг. Можно, наверное, как-то изловчиться. Сейчас я попробую. Не знаю, конечно, что из этого выйдет. Но грех не попробовать. Река на грани, так сказать, вскрытия. То есть кое-где уже и вскрылась. Может быть, там рыба ходит голодная. Сейчас увидит воблер и как цап его. А вон мой лагерь. Ладно, пойду. Я уже воду поставил. Вот пока я буду спиннинг собирать, там как раз это все подготовится. А вот, кстати, интересный тут момент. С дерева насыпалось. Ну и вообще очень красиво вот это вот иголочки на снегу. Так оригинально выглядит. Здесь вот тоже уже что-то более-менее начинает таять. Так, да. Надо попробовать, надо попробовать. Никогда не пробовал я в таких условиях ловить. Очень это интересно. Что же из этого получится? Ну, а вот как тут выглядит костер. Там вот вода стоит. В этом котелке, я думаю, не затухнет. Тут главное, чтобы не выкипело все. Жар мощный. Буду потом сушить, потому что все равно что-то в ботинки, в эти сапоги попало. Может, протекают, я не знаю. Не хотелось бы об этом даже думать. Вот, попробую. Может быть, что-то и выйдет. Вот все мое имущество. Лук я тут взял. Не знаю, потребуется ли этот лук. Есть такие проталины. Ладно, попробуем заняться с рыбалкой. Как известно, дуб считается очень хорошими дровами. И вот мы тут видим дуб. А не попытаться ли нам его спилить? Эти тоже дрова. Посмотрим, реально ли. Так, ну, я попробую сделать так, чтобы он упал не в воду, а вот туда. То есть я буду пилить вот здесь. Ну, наверное, вот здесь. На таком уровне. Да. Попробуем. Попробуем. Это дуб. Это будет настоящая проверка для пилы. Дуб сухой. Немножко тяжелее пилится, чем сосна. Но тоже пилится.
Так. Еще немножко. Да. Я сделал сейчас вот такой наклонный пропил. Теперь мне надо вырезать внизу тут. Так. Так. Горизонтальный. Ага. Фух. Это, конечно, не катана бой. Еще с этой стороны надо будет пропилить. Ну ничего. Торопиться нам некуда. Фух. Зато дуб, он будет гореть здоровски. Ага. Тут немножечко еще. То есть он пойдет вот туда. Сколько там? Так. Дуб сухой. Да, почти уже сектор. Выбрал. Да, вот тут чуть-чуть. О, какой. Не хочет. Оп. Ну вот. Такой вот сектор я выбрал. О, как прикольно он пахнет дубом. Он абсолютно сухой, очень твердый. Вот такой дуб. Ну, толщина его 20 с гаком. То есть это предельно для этой пилы. Ну, и видно, она так довольно грубо режет. Фух. Конечно, это потяжелее, чем катанобоем. Но все же можно. Так, теперь размечаем, где у нас тут. Вот так. Видимо, вот так. Ну что ж, еще он треснутый. Это тоже не очень хорошо. И наклонен он вот сюда. А я хочу, чтобы он упал вот туда. Посмотрим, что с этого выйдет.
Фу. Ох. Но дело постепенно идет. Как в песне про разбойника. Так. Мне надо, да вот еще где-то сантиметров 5 пропилить. Дело идет, годы идут, продвигается. Медленно дело вперед. Была бы у него такая пила у Кудеяра. Ну, посмотрим, что же тут. Нет, еще заметно крепко он держится. Все-таки это дуб, как-никак. Yes! Вот так вот. Можно и дуб попилякать. Будет хороший костер. Очень даже. Сила. Силки сила. Эх. Остальные пилы могила. Ну и вот что такое дуб. 2 полежка я отпилил, сухой присухой. Некоторые говорят, вот, пилы силки, это только чтобы пилить сырую древесину. Ну вот, посмотрите, сухой дуб прекрасно распилился. Ну, конечно, немножко сложнее, чем сосну, но мы знаем, что и дуб, он попрочнее, чем сосна. Пробовал я ловить рыбу, дело бестолковое. Ходил к реке, закидывал, ну, формально как бы начал процесс ловли 30 марта. Ну, там еще лед, воды мало. Вот, заварил чай. Сейчас еще водички наделаю снега. Чай такой специфический. Вот там вот я набирал со вкусом дыма. Вот. Ой, хорошо. А тут вот так. Жаркий какой огонь. Я мимо прошел, прям кошмар. А тут вот так. Вот он, этот дуб. Ну, не такой уж он огромный. Я пилю вот, начиная от этой стороны. Вот я распилил тут. Сейчас еще и вот тут где-нибудь распилю. Посмотрим. Еще одно бревно туда можно заложить. А тут вот так. Красиво очень. Небо непонятное. То вроде проясняется, то какая-то хмарь общая такая идет. Непонятная. Там вот костер горит.
Дуб шикарен. Палатка. Ну и вот здесь озерцо. Озерцо. Вот такие вот здесь виды весной. Вот видно, как дятел поработал. Тут дятлов полно. Вон он там долбил. Долба дятел. И дров полно, дятлов полно, дубов полно. Людей только нет. Это очень хорошо. Я тут один, совсем-совсем один. Никто меня не потревожит, надеюсь. Ну, может, только звери какие. Не хотелось бы. Ну, на все воля Всевышнего. Как уж суждено. Ох, какой огонь разгорелся. Сейчас еще туда бревно дубовое заряжу. Отпилю вот здесь вот пилой. Как она мне понравилась, я даже не ожидал. Это сила, она обязательно войдет, так сказать, в золотой фонд пил. Буду сейчас пилить. Тяжелое дело. Так. Наверное, вот тут. Фух. Неудобно тут в снегу. Вот катанобой, может быть, он бы здесь и лучше бы себя проявил. Фух. Полдела. Полдела сделано. Фух, очень твердое дерево. Ну, дуб. Самое там сухое. Ну, ничего. Торопиться нам некуда. Фух. О, великий тренажер эти пилы. Говорят, даже олимпийские спортсмены, особенно велосипедисты, бегуны, они специально пилят, в общем, пилами, потому что это мультифитнес. Все мышцы, дыхание, все. А этот человек физически не очень сильно развитый. Поэтому мне тяжело. Ой. Фу-фу-фу. Чуть-чуть сантиметрик там остался. Так я ее всю перепилю, пожалуй. Но это, конечно, впечатлило меня игрушка. Ну что, все. Опа. Все. Красота. Лепота.
Ох. Да, вот и стемнело. Стемнело. Много дел я сегодня сделал. И костер. Напилил дров для него новой пилой. Палатку поставил. 2 раза заварил чай. Больше ничего особо не готовил. Сейчас уже 10 час. Темно, но некоторые звездочки видны иногда. Просветы есть в облаках. Прогорает костер, хоть там и дуб, который угли дает, но все равно прогорает. Уж думал, может быть, пойти отпилить еще. Ну, даже и не знаю, стоит, не стоит этим заниматься. Ну, какие общие соображения по поводу сегодняшнего дня? Во-первых, в лесу еще очень много снега. Река толком не открылась. Это по условиям окружающей среды. Пройти можно, но тяжело. Иногда по колено там кое-где, иногда даже больше. Такой снег еще крупнозернистый такой, своеобразный. Сверху вроде как наступ, потом проваливаешься. Но все равно легче, чем вот в феврале я шел. В феврале вообще ужас. Далеко не уйдешь. Сюда бы я, наверное, вряд ли дошел в феврале. Второй момент — это пила. Конечно, меня очень впечатлила эта пила. Удобная, легкая, очень производительная. Я напилил много дров, и сосновых, ну и что самое интересное, дубовых дров. А дуб сухой — это довольно твердое дерево. Странные звуки иногда слышатся в лесу. Конечно, тут животные есть всякие, кто их знает. Главное, чтобы какие опасные не пришли. Потому что постоянно рассказывают, что волки, еще что-то. Не знаю даже, что же делать тогда. Посмотрим. Ну, вообще, конечно, здорово. Чувствуется, что здесь давно никого не было. Следов нет человеческих. Ну, какие-то там следы животных кое-где есть, но и то мало. Птицы. Ну, сейчас догорит костер. И я буду уже собираться ко сну. Много физического труда. Пилил, таскал. Попью чай. Вон еще, может, сейчас попью немного. Пряники поел. Интересные. Хорошо. Очень даже хорошо. Еще у меня там чай заварен. О, поезд. Далеко слышно его. Здесь километров 5-6, наверное, до поезда до этого. Полнейшее такое погружение вот в эту вот реальность природную. Мало кто в лесу бывает в такое время. Интересно. Природа просыпается. Вот я видел какого-то мотылька ночного, когда освещал лес вот в ту сторону. Маленькие мошки какие-то. Кое-где даже, когда электричка ехала по обочине этой железной дороги,
увидел желтые цветы, маленькие. Ну, какое чудо. А ведь скоро и одуванчики будут. Заживем. Эх. Ну, конечно, я рассчитывал на ловлю рыбы, думал, что река побольше открылась, но нет. Покидал туда. Ну, как бы формально. Вроде открыл рыболовный сезон, но это, конечно, несерьезно. Самое вот интересное из этого дня — это знакомство с новой пилой Генки Тимагари 390. Редкой пилой, которая только в Японии существует. Ну и впечатление. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Мощная пила. Потому что вот мне есть с чем сравнить. У меня несколько этих пил есть. Это, конечно, шедевр японского хай-тека. Да, на костер можно долго смотреть. У дуба какое-то особое пламя. Оно такое, что ли, золотистое какое-то. Потому что вот сосну положишь в костер, ну там обычный огонь. С таким голубоватым каким-то оттенком. А тут нет. Тут как бы огонь, он золотистый. Может быть, дуб натрий накапливает, кто его знает. Растения-то вообще-то калий потребляют из почвы. Может, у дуба особенность. Но цвет огня другой. Ну, потом в нем смолы толком нет. В сосне смола, а это что угли горят, по сути. Много углей от дуба. Трогаешь этот костер, ворочаешь, снопы искр поднимаются. Поэтому палатку лучше подальше ставить, чтобы на палатку не летели искры. Эх. Да, скоро уже спать. Там тявкает. Вот странно, вот в том направлении ничего нет, ни деревни, ничего. Может, зверь какой тявкает. Может, конечно, доносится звук из деревни. Не знаю. Ой, ладно. Скоро уже спать пора. Во как.